Всем привет! Сейчас мы с вами будем разбирать функции в JavaScript. Итак, для того, чтобы я создал себе файлик новый, и чтобы создать функцию в JavaScript, воспользуемся словом ключом function. Дальше идет имя функции myFunc, пусть будет. Потом открываем скобочки и пишем список аргументов. Здесь, надеюсь, ничего нового особо для вас не будет. К примеру, name напишу, пусть будет name. Дальше мы пишем любой функционал, который будет изолирован внутри функции. К примеру, будем просто печатать name, название. Вот в консоль log будем печатать название, просто имя наше. К примеру, Дима, пусть будет без разницы. Так, я сохраняю файл, перехожу в браузер, меняю ссылочку, потому что я новый файлик создал. Вот у меня напечаталось имя мое. Дальше. Это вот просто вызываю функции. Также функцию можно передавать вот какой-то аргумент, может быть, нужно несколько аргументов передавать, к примеру, пусть будет age. Вот теперь у меня два аргумента передается в функцию. Теперь я, к примеру, захочу распечатать консоли log age. К примеру, age будет по умолчанию, пусть 25 равен. Если я ничего не передам, у меня выведется Дима и вот age 25. Также я могу, это как бы аргумент по умолчанию, сюда передать другое значение. Могу вообще строку передать. Так как никаких операций не происходит, у меня ошибки не будет, просто все распечатается. Никаких операций в смысле там обработки с типом данных связанных, ничего не происходит, ошибки поэтому не будет. Также функция может заимствовать какие-то глобальные переменные, к примеру, letName пусть будет Вася, без разницы, вот таким образом. Так, я функцию чуть подвину. Итак, здесь у нас, смотрите, локальная переменная используется. Но если я, к примеру, удалю отсюда локальную переменную, то у нас будет использоваться глобальная сразу же переменная Вася и Дима. Видите, сразу вывелась. Дима, потому что я передал первый аргумент функции. Age у меня стало Димой вдруг резко. А name у нас подтянулся из глобальной области видимости. Соответственно, если я здесь создам переменная, к примеру, это Сергей, то теперь у нас будет использоваться опять локальная, из локальной области видимости. Вот видите, Сергей. Переменная из локальной области видимости. Соответственно, функции могут сразу же собирать, им доступно все переменные из глобальной области видимости, если объявлены в этой же области видимости. Вот они как бы сверху доступны внутрь. Если я, к примеру, объявлю вот здесь переменную, то она как бы перезапишется переменная, будет использоваться именно вот эта переменная. А в другой функции, если я, к примеру, создам еще функцию func2, здесь напишу Вася, здесь пусть опять Сергей будет, или наоборот Сергей, то здесь у меня будет Вася, а здесь у меня будет Сергей имя. Здесь я, к примеру, удаляю все это нафиг, мне тут не нужно. Здесь я, к примеру, оставляю тогда пока что. Это тоже все нафиг удаляю. И вызываю myFunction2. myFunc2. Страничку перезагружаю. Видите, Вася, Дима, Сергей. Соответственно, здесь используется глобальная переменная, здесь локальная переменная. Использую вот таким образом. Потому что здесь я переписал. Хотя вот так вот. Также у каждой функции есть такой специальный объект, можно сказать, this. Так, сейчас напишу консоли log this. This. Это такой специальный объект в JavaScript, который означает то, что ссылочка на текущую функцию, как бы, видите, он ссылается на Windows, потому что функция, она принадлежит глобальному стеку Windows в браузере конкретно. Это такой специальный символ this. Ладно, не буду о нем сейчас рассказывать. Дальше расскажу. Также функции можно делать следующим образом. Можно написать так: myFunc3 равен function и скобки, и вот так вот. Это будет тоже совершенно корректная функция. Таким образом напишу. Пусть будет так. Это разница, разница в этом будет. Объявление таким образом и объявление таким образом, разница есть.
В этом случае остается функция, и она присваивается от этой переменной. Разница лишь будет в области видимости. Функция объявлена таким образом, грубо говоря, при чтении движком JavaScript функции таким образом объявленных, они как бы попадают в глобальную область видимости, поднимаются наверх. Они сразу же первыми читаются, а вот которые таким образом объявлены, они потом создаются. Сейчас я вам покажу. Вот так, примерчик попробуем показать. Видите, у меня выскочила ошибка, то, что не может достучаться до функции myfunc3. Если я вызову эту функцию таким образом, myfunc2, у меня она выполнится. Видите, выполнился Сергей. Напишу-ка я вот таким образом, чтобы более понятно было. myfunction3, если я вызываю до объявления, то у меня все работает good. Все отлично работает. А с этой функцией у меня возникает ошибка, потому что это такой нюанс, который стоит учитывать. Соответственно, если я здесь сейчас вызову вот эту функцию, то у меня тоже все нормуль выполнится. Видите, myfunc3 выполнился, и дальше весь стек, который я объявил здесь ранее, выполнился также. Вот таким образом. Также существуют еще функции, которые называются стрелочными. Они как бы let myfunc4, они вот таким образом пишутся. Разница там есть. Разница, смотрите, если я пишу таким образом функцию, то если она в одну строку, то она как бы равняется вот такому значению. Return там, не знаю, вот такой фигне. Напишу и попробую, к примеру, вызвать вот эту функцию. Посмотрим. Так, что будет у нас? Ну я здесь ничего не выводил, поэтому... Так, я, к примеру, возьму и напишу в консоли log. Это как бы, да, return, это возврат из функции. К примеру, return тут myfunc3 будет. Еще дополнительно, к примеру, то есть троечка будет. Видите, выполнилось так. Где-то я не тут выполнил. Так, тут я фигню написал. Вот, фигня вот эта. Нет, сейчас напишу myfunc4. И выведу ее в самый низ, неохота писать. Вот таким образом. Вот, у меня выполнился myfunc4. Также я могу записать это таким образом. Сейчас. И у меня, видите, ничего не выполнилось. Как бы это нужно обязательно return писать. Вот таким образом функции объявлять можно. Это называются стрелочные функции. У них вообще, они используются в основном, когда при обработке с анонимными функциями. У них там заморочка есть с объектом this. У них нет своего this. Вот так вот. Так, return консоли log this. Сохраняю, выполняю. Здесь он, видите, опять на глобальный объект ссылается. Ну, короче, вот можно вот разные виды объявлять функции по-разному. Вот на этом. Так, return я показал. Возврат из функции показал. Также в функцию можно передавать неограниченное количество аргументов. Для этого используется такой специальный синтаксис. Называется оператор spread args. Так, args. Это называется spread оператор, грубо говоря, так. Теперь я попробую, к примеру, вывести эту переменную. Это у меня function 3. И передам сюда любое количество значений, какую-нибудь фигню напишу таким образом. И видите, что происходит. У меня все выполнилось правильно, выявился список переданных аргументов. Грубо говоря, если я пишу таким образом, то это означает, что все аргументы, которые я передам в функцию, завернуть в одну переменную, вот с которыми я назвал, я могу ее назвать, к примеру, Вася переменная, пусть будет, неважно. Любое название переменной, мы записываем все аргументы, переданные в функцию. Также бывает очень часто случаи типа такого, к примеру, event name. В некоторых фреймворках используется в библиотеках, к примеру, название события.
И список аргументов туда передается. К примеру, if так, event name равен paint, к примеру, тогда мы печатаем все аргументы Вася. Таким образом, к примеру, я сюда пишу теперь paint и передаю список аргументов. У меня распечатается все, кроме paint. Я обновляю, видите, у меня все распечаталось опять, но paint не распечатался. Вот таким образом. Или, к примеру, я пишу или alert. Нет, так ошибка выдаст, alert не печатает. Массив. Ну ладно, пусть будет таким образом, да. Нет, к примеру, ладно. Или сейчас alert event name пусть будет таким образом. Передам сюда alert. Перезагружаю, все, у меня alert срабатывает. Event name у меня alert, потому что назван. Вот таким образом. Вот на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока, до новых встреч.